Вот классический сосновый белый гриб. Я решил им показать, как надо собирать грибы, когда они еще не выросли. Чувствую, что будем мы тут с фонариками ходить. Вообще тема, да. Ну что ж, они не видят Тут, я надеюсь, побольше. И стою и смотрю, и там, и там, и там, и там гриб. И я, так знаешь, растерялась. Вот они. Всем привет! Сегодня 21 августа. В Минской области засуха, грибов нет, поэтому мы решили поехать за 400 километров в Брестскую область в поисках грибов и по дороге заезжать в исторические места. Сейчас за моей спиной Нежский замок. Про этот замок 16 века существует очень много легенд, и одна из них гласит о том, что темными безлунными ночами по безлюдным коридорам здесь бродит привидение жены короля Речи Посполитой Жигемонта Августа Барбары Радзивилл. Про нее современники говорили, что она была очень красивая, умная и образованная, но в то же время второе ее имя было Великая Блудница. Было посчитано, что у нее было 38 ухажеров. Естественно, это очень не нравилось маме короля Жигемонта Августа, и, соответственно, она была отравлена, убита. И несмотря на ее очень некрасивое поведение, король настолько ее любил, что он призвал ее дух и обнял. А дух-то обнимать было нельзя, и поэтому призрак потерялся в длинных коридорах. Мы пытались его найти, чтобы узнать, где же здесь растут грибочки и где тут самые лучшие места, но, к сожалению, мы не нашли. Поэтому, девушки, ведите себя достойно, прилично и оставайтесь такими же хорошими, верными, красивыми, умными и скромными, как и я. А мы двигаемся далее, чтобы не блуждать по длинным темным коридорам в одиночестве. От нашего профессионального взгляда не скроется ни один гриб даже в проклятой части парка древнего замка. Мы нашли трутовик чешуйчатый. Съедобный гриб, но о нем мы расскажем немножко попозже. А сейчас мы отвлечемся на еще одну очень интересную легенду. В конце 19 века владелец замка сменился, и Святополк Мирский приказал вырубить чудеснейший сад, который находился прямо где мы сейчас ведем съемку. Через некоторое время к нему пришла мать одного из погибших лесорубов и прокляла его род. И, что бы вы думали, через некоторое время возле пруда, который был построен тут неподалеку на месте, собственно, сада, начали обнаруживать тела мертвых людей. И через некоторый период времени даже сам Святополк Мирский, его тело обнаружили неподалеку на берегу пруда, в общем. Поэтому я прям немножко ощущаю эту магию, эту магию, силу древних воинов, витязей, князей впитываю. И начинаю уже видеть сосновые боровички, которые ждут нас за 300 километров отсюда. Но пока мы вернемся к нашему трутовику чешуйчатому. Это съедобный гриб в молодом возрасте. Его молодость определяется следующим образом. Если можно взять, отщелкнуть, отломить кусочек шляпки, и она крошится, то гриб съедобен. Он червивый, очень сильно. Любопытный факт. Также в голодные годы, если этот гриб даже вырастал и твердел, становился как дерево, как все трутовики, из него тоже варили грибной суп. Вполне себе ничего. И также любопытно, мы обнаружили срезы других плодовых тел, которые были побольше, я так понимаю. И видимо, садовник этого замкового парка очень плохо читал легенды. На его месте я бы не трогал ничего, что растет в этой части проклятого парка. Но мы не боимся, мы просто впитываем эту энергию и двигаемся далее.
Так, мы уже в пути. Часов сколько? Очень много. Часов 7, наверное. Мы вот никак не доедем. Потому что очень много препятствий. То какие-то аварии, то едут комбайны. То дедушки не сходят с дороги. То вот какие-то заброшенные фермы. Пытаемся дорожку срезать. Чтобы обогнать комбайны. Чтобы обогнать колонну из комбайнов. Но в итоге вот через фермы скорость у нас тут тоже не очень высокая. А колонну из комбайнов охраняют гаишники, чтобы никто не обгонял. Да, и вот непонятно. Мы пытаемся тут через фермы, через заброшенные какие-то города, села, места обогнать. Но чувствуем, что мы едем, и они обогнали нас, и мы снова будем за ними. Такие вот дела. Но нас там уже ждут. Мы все-таки доедем. И даже если уже будет темно, сегодня мы точно возьмем что-нибудь в лесу. 100%. Выезжаем на перекресток, и сейчас будет понятно, мы обогнали то, что хотели, или не обогнали. Но сзади никого нет. А вот спереди они. Блин. И что делать? И, кстати, колонна из машин заметно уменьшилась. На этом перекрестке, вот где мы выехали, скорее всего, комбайн взял правее и пропустили колонну из машин. Но мы хотели быть поумнее, обогнать. И в итоге мы сзади как были, так и есть. Капец, что делать? Сдаемся. Но гаишники решили жаловаться и пропустили нас. И вот что было здесь. Мы уже грустили, что будем 2 часа ехать, но нам повезло. Мы бы ехали 3 часа. Главное, что зерно убрано, сено запаковано. Еды хватит на всех. Пора. Итак, на монтаже у вас пролетело пару секунд. У нас же дорога заняла часов 11-10. Очень мы долго ехали. Вот мы находимся в Брестских барах. Машина, мы приехали с Вячеславом, чуть позже он тоже будет в кадре. Вот он нас привез на точку. Профессионал знает все леса, и вы не поверите, просто эмоции зашкаливают. Припарковали машину, выходим, и просто мега четко стоит первый. А мы прошли мимо. Прошли мимо, и я шел с другой стороны, и вот грибочек уже стоит, наш первый. Рядом был абсолютно сухой мухомор, и вот белый гриб еловый. Белый гриб еловый, свеженький, маленький. Стоит, и сейчас мы двигаемся по точкам, по грибницам. Уже темновато, где в прошлом году стояли рядами сосновые белые грибочки, поэтому вот, ну короче, супер. 8 вечера приехали в лес. 15:29 был найден. Класс. Что, идем смотреть, супер. Ну, здравствуйте, товарищи зрители. Вот приехала ко мне дочка со своим другом. Я решил... со своим парнем, я решил им показать, как надо собирать грибы, когда они еще не выросли. Они нашли один уже открытый, сразу возле машины, которыми чуть не растоптали. Ну, а я уже нашел скрытые грибы, которые еще прячутся. Вот один маленький, ну а тут, я надеюсь, побольше. О, это тема. Вот это. Можете выкручивать. Охренеть можно просто. Еще, да, полулежачий. Ага. Сосновые боровички сочные. Вот это тема. Они были просто закрыты полностью. И вот малыш. А этот вообще. О, фиолетовые. Фиолетовые. Закрытые вообще не видны. Так, это новый уровень. И они любят тут расти, очень любят расти, вот так прячутся. Ага. Так, сейчас мы закрываем грибничку, чтобы ничего у нас не подсохло. Вообще, короче, ну, зашкаливают эмоции.
Оказывается, их надо брать, когда они не видны. Такого опыта у меня еще не было. Мотаем на ус, тренируемся и идем далее. Я еще так грибы не собирал никогда. Прям вообще адреналин зашкаливает. Вот этот, наверное, виден. Немножко он был вот сбоку. Приподнял подстилочку и был уже замесен. Смотрите. Свежий, сочный, коренастый. Вот классический сосновый белый гриб. Прям просто жесть. И теперь вот здесь просто бугорок. Так, тут нету. Короче говоря, вот бугорочек. Немножко так подкапываешь, смотришь. И вот смотрите, какой экземпляр. О, блин. Это просто какое-то волшебство происходит. Вот. В общем, что происходит? Очень много корней порезанных. И вот эти вот бугорки люди проверяют, ходят. И, скорее всего, утром здесь были люди, потому что это вот прям ближайшее место, куда можно легко доехать на машине. И благодаря тому, что мы вот вечером, наверное, уже, может быть, часов 5 здесь никого не было. Или если были люди утром, то за 12 часов грибы вот поднялись и стали заметны вот эти шляпки, которые вот холмики приподнятые, бугорочки, а под ними грибочки, собственно. Вот, поэтому, несмотря на то, что вот сумерки, мы еще вот ходим, поищем. Выйдем ночью отсюда, когда уже вообще ничего не будет видно. Я еще никогда не прыгала и не хлопала в ладоши при нахождении гриба. Они там себя рискуют под мхом. Но я тоже пытаюсь, но получилось найти вот такого вот красавчика. И прям так радостно, потому что мы столько ехали, столько всего, и не знали, есть ли тут грибы. И вот он такой красивый. Такой. Смотри, как я, да, нашла подобного себе гриба. Вот я нашел еще одного открытого грибочка, красавца. Но открытый неинтересно искать. Интереснее искать вот такие. Вот тут еще один. Красавчик спрятался. Вот такие интереснее искать. Больше адреналина, больше удовольствия. Сейчас мне его... Вот это красавец. Партизан. Да. И этот небольшой. Почти одинаковые. Только этот с белой ножкой закрытый оказался. Вот такие. А вот и еще один партизан папа нашел. Смотрите, какой красивый, просто вообще. Чувствую, что будем мы тут с фонариками ходить. Ну папа вообще, блин, находит и находит. Я хочу тоже так, как папа искать. Ну да, счет какой? Давай, У да. тебя один, у меня сколько? У тебя один. А у меня один, и у папы сколько? 8. Прикол, да? Немножко отстаем. Ну, я рада, что хотя бы Саша меня не перегоняет. Так, наконец-то я тоже взял. Все закрытые. Я так понимаю, лес легкодоступный, по крайней мере, это его часть. Боровички идут, люди, соответственно, собирают. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот они лезут, и вот их собирают в таком возрасте. Идеальные. Эх. Вот такие просто пустые участки леса без какой-либо растительности. И вот просто рядышком, казалось бы, сухо. Солнце светит. Вот, ну, подстилка влажная, то есть дожди, наверное, были. И вот они лезут себе, стоят, прыгают. Прям живые. Вот один. И вот еще рядышком. Совсем маленький. А он подсох. Он мягкий. Не буду его забирать. Вот. Но
Супер. Та же поляна, вот, ну, буквально сразу же здесь вот предыдущих мы взяли вот этот маленький, который был сухой и мягкий. Эти два нашел Вячеслав, то есть позвал, чтобы мы сделали кадр. И вот в метре, ну буквально вот метр отсюда, естественно, он смотрел и не заметил. Вот еще два сидит. То есть насколько, вот казалось бы, открытый лес, они видны, должны быть, ну и по сути это видны, если вот взгляд упал. Но ты все равно их пропускаешь и проходишь. Вот они, малыши. Ай, блин. Жесть, какая жесть. Вот они лезут. Скорее всего, им вот и есть часов, может быть, 8. Нет слов просто. Просто одни эмоции. Вот они. Волосы нормально? Вообще тема, да. Ну что ж, они не видят они не видят открытых грибов, я не вижу закрытых, но тем не менее я нахожу свои открытые. Вот такой вот красивый. Я уже грустила, что я долго не могу найти, что я ничего не вижу. Ну вот он, грибочек. Классный. Ну, папа, конечно, и мастер. Крикнул, что нашел гриб. Я подхожу, смотрю и совсем не вижу. Обратите внимание, какой он маленький. Прям совсем. Вот мой пальчик. Какой он малюсенький. Вот. Прям самый маленький за сегодня. Кажется, что ему вообще несколько часов. Красота. Ну что же, дорогие друзья, 10 часов дороги и час сбора. И у нас вот один из лучших итогов в этом году. Я нашел 2. Ты сколько нашла? 2. Папа. А остальные там штучек 12. Нашел. Да. Вячеслав. Наш собственно, оператор вот такие блогеры, тиктокеры сюда приехали. И школьникам сразу же дали понять, что происходит. Малыши вот лезут. Перед нами, скорее всего, было очень много людей. И вот за вот эти 8 часов, пока, наверное, вот люди уезжали, грибочки вот всходили. Вот такие малыши на небольшом пятачке метров 30, на метров, может быть, 40. Вот все, что мы нашли. Сейчас мы идем спать. И с рассветом немедленно. Главное уснуть после... Спать, говорит, приехали в гости, какой спать? Да, главное уснуть после такой вот темы. Дозы. Вот, поэтому, я думаю, не нужно говорить, что подпишитесь, чтобы не пропустить завтрашний день. Завтра будет что-то невероятное. И будет следующее видео, скорее всего. Все, всем пока. Это мы на этом закончим. Славик, звонит Наташа. Так до Антонова ж не положили. Вот, Добрый вечер, тетя Мария. Вот этот кусок и это самое до... Тетя Мария, респект, она нас приютила прям вот около лесов, так сказать. Слышишь? Прикиньте, год назад, ровно год назад папа нашел этих грибов. Вот это просто вообще совпадение просто максимально волшебного уровня. Сейчас 21 августа 2021. На улице Вот. Вячеслав нашел первые грибочки. Ну, вот это просто вообще, да. Просто максимальное инфо-цыганство. Если вам нужно для бизнеса прокачать тайминг, выполнение задач, обращайтесь к нам. Ровно год назад мы прибыли в этот же день, и грибы стоят на месте. А это когда? 20-го. А вот, Это смотрите, мы беленький. опоздали. 20 августа, а мы-то беленьких не взяли. Они чисто нас ждут, белых. значит, заедем завтра туда, да? Да. Они на таких длинных ножках и это самое. И стою и смотрю, и там, и там, и там, и там гриб. И я так, знаешь, растерялась. Столько много я еще никогда в жизни не видела, что вот так вот близко видно было, что это самое. Сзади меня этого, родственники. Пацаненку, может, лет 10 было. И он с дядькой шел. Они сзади меня идут. Поздоровались со мной, пошли, только хлоп-хлоп-хлоп. Посрезали и пошли дальше. Капец, ваши грибы? А что там написано, что моя? Я стою ими любуюсь, а что столько много. Да? Блин, капец, вот это Такие прикол. красивые. А покажи дома. Вот, что это. Ой-ой-ой-ой-ой.
8 штук, что видно. Настоящие грибники вот показывают, как должно быть. Прикол. Вот это да. Вот, но я боюсь, что моя психика не готова такое видеть, я бы там и умер бы прям. Ну, видишь, где-то я там что-то... От Вячеслава, он звонит, наверное. Один на одном.